Ранним туманным утром Виктор, лесник с многолетним стажем, собрался в свой обычный маршрут по лесу. С первыми лучами солнца он уже был на ногах, готовый к проверке ловушек, которые ставил для браконьеров. За последние недели количество незаконных вырубок и охоты на диких животных увеличилось, и Виктор не мог оставаться в стороне. Этот лес — часть его жизни, и он был готов на все, чтобы защитить его. Надев свою старую куртку и берцы, Виктор вышел за пределы своего домика, который стоял на краю леса. Он любил этот лес, наполненный ароматами свежей хвои и звуками шуршащих листьев. Каждый шаг по давно знакомой тропе напоминал ему о том, как он здесь рос, как с детства натыкался на старые обветшалые деревья и изучал мир вокруг. Он взбирался на холмы, осматривал высокие деревья, искал гнезда птиц, и это было для него больше, чем просто работа. Проходя вдоль речки, он слышал, как вода весело журчит, а птицы весело щебечут, наполняя утро своим пением. Однако в последнее время лес стал звучать иначе. В нем появилось что-то тревожное. Виктор всегда знал, что лес полон жизни, но сейчас беспокойство придавало звукам особую тяжесть. Внезапно его мысли прервало странное глубокое эхо, доносившееся из густой чащи. Это был необычный шум леса. Он трясущимися руками обхватил рукоять своего ножа, инстинктивно почувствовав, что что-то не так. Прислушавшись, он решил подойти ближе. Сердце колотилось в груди, а воздух становился все более напряженным, словно лес ожидал чего-то ужасного. Проходя через высокие травы и кустарники, он встал на колени и начал пробираться через подлесок, прежде чем выбрался на опушку. Пройдя несколько метров, Виктор остановился, осмотрелся и замер в ожидании. Когда его взгляд упал на кусты, он прислушался снова и вновь услышал тот же звук, глухой, мучительный, полон страха. Он как будто почувствовал, как что-то затянуло его в самую суть леса, в места, о которых он даже не догадывался. Мгновения казались вечностью, и он понимал, что не должен медлить. Это мог быть сигнал о бедствии, которое ему нужно было предотвращать. Через несколько минут Виктор оказался у кустов. То, что он увидел, повергло его в шок. На влажной земле лежал взрослый олень, весь опутанный тонкими веревками. Его испуганные глаза искали помощь, но он не мог сдвинуться с места. Виктор чувствовал, как трудности оленя отражаются в его собственных ощущениях. Это было животное, которое он видел много раз, но никогда не думал, что окажется в такой ситуации. Общение с дикой природой всегда было частью его жизни, и Виктор понимал, что каждый зверь, даже самый большой, заслуживает уважения. Он присядет к оленю и почувствовал, как его разум проникает в мир страха и борьбы этого животного. Бедный олень из-за людской жадности оказался в такой беде. Виктор тоскливо вздохнул, понимая, что это не первый случай. Каждый год все больше животных попадали в ловушки браконьеров. Сейчас его первым импульсом было подойти и помочь. Но Виктор понимал, что любое резкое движение может привести к панике у животного. Он осторожно снял с себя куртку и накрыл морду оленя, чтобы тот не пугался его движений. Олени были осторожны, и он не хотел усугублять его страдания. Сжимая куртку в руках, он почувствовал ее тепло и желание помочь. Доставая из своего рюкзака нож, Виктор чувствовал, как его руки дрожат. Сердце колотилось в ушах, когда он начал аккуратно резать веревки одну за другой. Каждое движение требовало внимательности, и он удивлялся, как такой сильный и грациозный зверь оказался в таком положении. Он знал, что каждое движение должно быть взвешенным. Когда последняя веревка соскользнула, олень сначала не двигался. Казалось, он не может поверить, что теперь свободен. Виктор отступил на шаг, не веря своим глазам, и на миг замер в ожидании. Прошло несколько мгновений, и олень медленно поднялся, покачиваясь и проверяя свои ноги. В этот момент их взгляды встретились. Олень смотрел на него через ткань куртки с чем-то похожим на благодарность. В этот момент, который казался волшебным, Виктор ощутил связь с этим измученным, но теперь свободным существом.
Это был момент понимания, который нарушал границы между видами. Он понимал, что спасение может выглядеть по-разному, но оно всегда пронизано уважением и надеждой на более светлое будущее. Затем, как будто чувствуя себя снова, олень вдруг наклонился и ткнулся лбом в плечо Виктора, словно выражая признательность своим спасителю. Лесник оцепенел. Что-то в этом жесте напоминало ему о том, как он сам искал понимание и добро в сложных моментах жизни. Не обдумывая, Виктор положил руку на его шею, чувствуя тепло животного и ожидание перемен. Это было больше, чем просто спасение для него. Это был символ их взаимопонимания и связи с природой. Словно в ответ на его доброту, олень вдруг развернулся и исчез в густом лесу, оставляя после себя только разбросанные веревки и следы на листьях, а также куртку, которая теперь была для Виктора чем-то большим, чем просто одежда. Вернувшись домой, Виктор долго сидел на веранде своего домика, разглядывая куртку в своих руках. Он понимал, что этот случай стал вехой в его жизни. Он не мог избавиться от мысли о том, что произошло. Этот момент превратился в часть его сущности. От того, что он увидел в глазах оленя, он чувствовал, что определенное изменение произошло в нем самом. Он представлял, как любовь к природе может соединять людей и животных, как важно стоять на защите слабых и беззащитных. В следующие дни Виктор продолжал свой обычный график, проверяя ловушки и патрулируя лес, но теперь он стал более внимательным к каждому звуку, каждой тропинке. Он стал осознавать, что в его работе больше, чем просто проверка ловушек и борьба с браконьерами. Этот лес стал для него чем-то личным, и он чувствовал ответственность за каждое живое существо, которое в нем обитает. Он чувствовал, как лес постепенно исцелялся от злых рук браконьеров, и это придавало ему сил. Прошло несколько дней после того инцидента, и Виктор заметил, что стало гораздо больше птиц, которые щебетали с утра. Даже звери стали менее настороженными. Как будто лес начал забвение и возрождение. Эта мысль окунала его в размышления, а сердце наполняло надеждой. Он стал все больше и больше задумываться о том, как его малые действия могут так сильно отразиться на окружающем мире. Однажды, отправляясь на свою привычную утреннюю прогулку, Виктор наткнулся на молодую семью, которая собирала грибы недалеко от ручья. Он подошел к ним и завел разговор о том, как по-правильному собирать грибы, объясняя при этом, как важно бережно относиться к окружающей среде. Он начал рассказывать им свою историю об олене и о том, как важно быть внимательным к окружающему миру, как охрана природы и забота о ней могут изменить к лучшему. Молодые люди слушали его с интересом, задавая вопросы о том, как они могут способствовать охране леса. Виктор увидел в их глазах искренний интерес и желание учиться. Они обсуждали, какие тропы можно создавать и как можно организовать волонтерские дни по очистке территории. Это объединение усилий вдохновило Виктора, и он понимал, что не только он может делать что-то важное для леса, но и другие люди могут внести свою лепту в его защиту. С каждым днем Виктор все больше ощущал свою миссию. Он чувствовал, что энергия леса передавалась ему. Он понимал, что его страсть к этому месту и любовь к нему гораздо больше, чем просто работа. Он согласился стать частью чего-то большего. Виктор стал активнее общаться с местными жителями, руководством и природоохранными организациями, планируя большие инициативы по охране природы. Его история о спасении оленя стала настоящим источником вдохновения. Ее передали всем, кто интересовался природой, а также всем, кто хотел изменить статус-кво в охране окружающей среды. Виктор начал организовывать встречи и семинары, где обсуждалось важное значение природы для человечества, как она нуждается в защите и как каждый может способствовать этому. Летние месяцы были полны активности, и в конечном итоге Виктор примкнул к группе единомышленников. Они все пришли к единому мнению, что важно работать вместе ради сохранения леса.
С командой местных жителей и экологов они разрабатывали проекты, изучали возможности создания заповедника, чтобы защитить лес от браконьеров и незаконной вырубки. Это стало для них настоящей миссией, и каждым шагом они приближались к осуществлению мечты. Во время одной из встреч под вечер Виктор объяснял собравшимся, как создать специальные тропы для туристов, так, чтобы это не вредило животным и растительности. Он показывал им фотографии красивых мест в лесу, где они могли бы организовать небольшие пикники и наблюдения за дикой природой. Такие мероприятия не только привлекали внимание к проблемам, но и помогали людям понять, насколько важны эти места для их жизни. И вот в тот момент, когда был заложен первый камень резервата, Виктор стоял, наблюдая, как природа обретает новое начало. Он знал, что это только начало его пути, но дело, начатое с оленем, стало основой изменений, которые могут затронуть не только их лес, но и сердца людей по всему миру. По мере того, как шаги по восстановлению леса продолжались, Виктор также принял участие в программах по образованию школьников о природе и ее важности. Он организовал экскурсии по лесу, показывая детям, как работают экосистемы, как каждое существо в лесу имеет свое предназначение. Он наблюдал, как растет интерес у детей. Они начинали задавать вопросы, их глаза светились от открытия. Это было одним из самых глубоких ощущений в его жизни – видеть, как новое поколение понимает важность защиты леса. Прошло несколько лет, и лес стал заповедником, привлекающим туристов и исследователей со всего мира. Он стал живым примером того, как можно изменить сознание людей и вдохновить их на добрые дела. Виктор не раз вспоминал тот момент, когда спас оленя. Он понимал, что этот случай стал вехой в его жизни. Каждый раз, когда он приходил в лес, он вспоминал, как переплетены судьбы человека и животного. Виктор не мог избавиться от смеха, когда видел, как его маленькая команда, с которой он работал в течение многих лет, наслаждалась временными встречами, обсуждая важные вопросы и приводя идеи в жизнь. Каждый вместе создавал новое пространство для любви к природе и взаимоуважения. Он чувствовал, что заповедник стал не только местом для животных, но и домом для людей, которые ценили и любили природу. Каждый раз, когда Виктор снова встречал своего друга в лесу, он улыбался, зная, что их связь была не разорвана, а лишь укреплена временем и заботой. Оленя, который когда-то был в беде, теперь стал символом силы и надежды для Виктора и всех, кто знал эту общую историю. В этом лесу, полном жизни и силы, Виктор оставался охранником природы, человеком, который один раз сделал это ради любви, и теперь продолжал делать это ради будущего. Его жизнь наполнена смыслом, а работа стала частью его сущности. И сколько бы времени ни прошло, его сердце всегда будет наполнять благодарность за тот момент, когда они оба, человек и олень, сделали шаг навстречу друг другу в этом бескрайнем лесу, полным удивительных тайн и чудес.